Всем привет, это Андрей Насосяни и мой новый выпуск влога. Ну что, ребята, мы уже 3 года в Аргентине. Да, представляете, 3 года пролетело. Вот и капчик. По этому поводу я решил сделать выпуск про то, как у нас вообще проходит неделя. Обычная неделя в Буэнос-Айресе через 3 года жизни. Но решил начать ее с воскресенья. Ну, а чё нет? И Нади сейчас занимается спортом. Магазинчик открылся. Нади пока занимается спортом, а мы с Габиком уже едем на IT-завтрак. Такая здесь есть штука. Да, Габик? Едем на завтрак. Онлайн? Вас Виталий. Поесть эту финтифлюшку все равно мне не даст, поэтому возьму кофе заранее. Хотя бы стаканчиком уж попью. Чего? Ай, финтифлюшка. Давно, кстати, здесь не был. Тут прикольное место. Явно бывшее что-то промышленное. От железной дороги что-то было. Перестроено. Такой тут лофт сплошной. Классно. В Аргентине активное русскоязычное сообщество айтишников. Они митапы всякие проводят и вот на завтрак встречаются. Я, конечно, к IT их сбоку с припеку, но как муж айтишницы имею право присоединиться. Перестановки. Всем привет. Смотрите, кто к нам пришел. А это человек, который ни минуты покоя не дает родителям. Ни минуты. И как я понял, то, что это связано с тем, что нам так показывают, это причина. Сейчас у Габи, конечно, прекрасный возраст, который надо пережить. То есть ей нужно все время куда-то бежать, что-нибудь хватать, что-нибудь ломать, кидать и все прочее. И сегодня я на дежурстве. Вчера Надя с Габи была весь день. Я прохлаждался. Сегодня Надя отдыхает, а я дежурю. Буквально неделю назад на Netflix вышел аргентинский сериал, который там бьет рекорды. «Эль Этернавта», который называется. И по этому поводу в Буэнос-Айресе, сериал про постапокалипсис, все дела. И по этому поводу вот такие вот конструкции в Буэнос-Айресе есть. Не только здесь, но много где. Какие-то давления, еще что-то. В общем, довольно все это происходит. Ну что, покушала? По крайней мере, в кино это Покушала? очень драматично. Прямо Покушала уже? Вкусно тебе было? детектив. А? Вкусно? Сколько раз пока Поели, дома потусили, идем на площадку.
Понедельник. Только 2 раза ночью просыпалась. Не так плохо. Да. Все, Габи уже успела погулять с няней и отправляется спать, а я отправляюсь на пробежку. Пять километров. Ну что, побегал. И тут внезапно еще съемка образовалась. Поэтому бегу на работу. Вот, видите, с завтраком пока не очень. Хочешь жить, умей крутиться. Захватил себе пирожков на перекус. Эмпанадос наше все. Текущая цена в районе 0,18, если не ошибаюсь, плюс 50% за несколько дней. Но это не говорит о том, что я... После съемок я обычно зависаю в студии на монтаж оперативный. Вот и сейчас уже пару часов пролетело, но хочется пообедать. Начался вторник. Человечек сегодня проснулся в 3 утра и не спала до 4:30, наверное. Может и больше. А в следующий раз она проснулась в 6 с чем-то и не спала больше вообще. У Габи лезут очередные зубы, большие, вот эти жевательные. Чуть у нее сбился сон. Сегодня веселая была ночь. Но что поделать. У маленьких детей, главное, у них все время то зубы, то какой-нибудь вирус, то потом какой-нибудь скачок роста, то какой-нибудь регресс сна. Сегодня у меня нет съемок, поэтому буду заниматься монтажами и прочими всякими делами. А пока на завтрак иду. Ирина. Пупсик меня отправил в какое-то новое место за шаурмой. Сейчас проверим. Такие дела. Подошел, написал, вынесли еды. Прикольно. Сейчас оценим шаурму. Но важно, что в Аргентине шаверма сейчас... Какие-то мошки летают. А в Аргентине сейчас шаверма стоит 9, 10, 11 долларов. В Берлине дешевле Daniel Kebab. Я вот сейчас специально загуглил. 7 евро. Где-то так стоит. Там разные, наверное, места есть. Еще что интересно, что на самом деле инфляция на кебаб везде огромная, потому что в Германии кебаб одно время стоил 3 евро. 3 евро. А я еще настолько стар, что я помню времена, когда в Стамбуле кебаб стоил 1 доллар. 1 доллар. Понимаете, куда катится этот мир? 10 долларов за кебаб. Вы чё? За 3 года нашей жизни здесь
Такая вышла достаточно горькая ирония с ценами, потому что приехали мы в очень дешевую страну. А сейчас я, конечно, Аргентину дешевой назвать никак не могу. Если вы не подписаны на наш телеграм-канал, подписывайтесь. Мы свалили в Аргентину. Ссылочка будет в описании. И там есть у меня посты 3-летней давности как раз о том, что сколько стоит. Но это просто удивительно. То есть на многие вещи цены выросли в 4 раза в долларах. Да. И если раньше можно было, 3 года назад вдвоем можно было припевающе жить на $1000, то сейчас недавно была забастовка водителей автобусов, значит, профсоюз водителей автобусов объявил забастовку, потому что им недостаточно $1000 в месяц зарплаты. Они хотят $1500. Вот. Это вот что касается зарплат в Аргентине. Интересно. И, кстати, наши аргентинские зрители, напишите, пожалуйста, как вы считаете, сколько сейчас нужно зарабатывать в Аргентине, чтобы жить, нормально, хорошо. Очень любопытно, что вы думаете. А еще захватил сегодня фотик. Хочу немножко поснимать весь осенний муд, осеннее настроение. Вот у меня такой раритетный 20-летний Fujifilm S5 Pro. Кто знает, тот оценит. Среда, 8:30. Вот уже с человечком тусуемся 1,5 часа. Больше, да? Ждем няню. Ночные подъемы с Габи дают о себе знать. И плюс еще это моя попытка вернуть бег. Усталость накапливается, и поэтому сегодня с утра у меня съемка перенеслась на завтра, и я просто провалялся. Так что сейчас уже час дня, а дел все равно много. Сейчас бегу купить Габи еды на обед. Сначала к Дон Педро за кальмарами, а потом еще нужно купить пасту. Да, бытовых дел сейчас очень много. Hola, ¿qué tal? Camarones, por favor. ¿Así 200 gramos? ¿Algo más? Es todo. Sería 7.790. Con tarjeta. Gracias, Jessy. Макарошки. Макарошки. Что я уже очень голодный. Надо, наверное, зайти купить. У нас здесь есть место, где делают такую пасту домашнюю. Соусы, все дела. Надеюсь, они открыты. Болоньезе уже добавил. Сейчас чуть погреть еще. И сырок сверху.
Вкусный обед, все отлично. Но, конечно, $14 за просто обед, обед, пасту на двоих. Ребят, ну камон. Ну реально просто паста в магазине $14. Дороговато. Если нас смотрят итальянцы, скажите, сколько, кстати, в Италии стоит тарелка пасты? Интересно. Но вот что мне нравится, это, смотрите, позднющая осень уже, да? Сейчас что там? Май, середина мая. Уже зима скоро. Теплынь, классно. Сейчас вот в футболке хорошо. И это, конечно, вот чудо. Чудо чудесное. Осень и весна в Аргентине прям хороши. Сейчас узнал о том, что обнародовали миграционную реформу. Пока еще нет самого закона. Там это не закон, это ДНРУ, декрет срочный. Но уже объявили о том, что для получения гражданства нужно будет обязательно прожить 2 года в Аргентине. И я с этим согласен. Единственное, что во всем мире это не значит, что ты должен 2 года прожить безвылазно. Вообще никуда не ездить. Так это невозможно. Считается, что если ты больше половины года проводишь в стране, то ты живешь в стране. И это логично. Если будут применять, что 2 года безвылазно, но это странно, честно говоря. Но мы с Надей в Аргентине почти 3 года прожили, никуда не выезжая, так что нас вся эта история не касается никак. Вот. Кстати, наше дело уже движется по гражданству. Посмотрим. Пока все хорошо. Здорово, ну что? Здорово. Полетели, товар здесь. Смотрите, это Рома. И если я уже 3 года в Аргентине, то он 2 года в Аргентине. 2 года и 14 дней. Ну и как тебе? У меня все пошло. Я Доволен? люблю Буэнос-Айрес, люблю Аргентину. Вот Ничего, прям... 3-й год самый тяжелый. Не-не-не, у меня, мне кажется, не изменится ничего. Я прошел эти все стадии ненависти, принятия, обиды, раздражения. Сейчас я становлюсь, я не просто сейчас получаю гражданство и получаю паспорт, я становлюсь гражданином Аргентины. Ну что, четверг, утро, ждем няню. Гапсик сегодня проснулся в 6:45. Всем привет. Как уже вы поняли из этого видео, конечно, за 3 года мы, так, обжились в Аргентине. И если 3 года назад посмотрите, есть ролики, мы тут ходили по городу, узнавали новые районы, что-то смотрели. И вообще только сообщество русскоязычное начинало развиваться. То сейчас это больше такая рутина. У меня съемки, потом работа за компьютером, с дочкой, всякая возня. Вот сейчас иду в аптеку купить ей молочко ее. Вот. Конечно, уже привыкаешь ко всему и просто живешь. Вот это самая большая разница. Это в целом любопытно, как ко всему привыкаешь, потому что первое время там те же буэнос-айресские автобусы вызывали восторг. А сейчас, окей, автобусы, нормально. Сейчас просто ими удобно пользоваться. Вот, смотрите, какой фиат. Это тот самый, так сказать, старший брат советских «Жигулей». Вот это, смотрите-ка, видите, все еще удивляет и радует.
Зашел позавтракать в Бланко. Моднейшее местечко, тут все время нет мест. Вообще, в выходные сюда просто нет смысла соваться. И после 5 вечера здесь всегда очередь. И даже утром не так легко найти столик. Más adelante para que se declare ganancias. Мы умножаем на 2,5 бакса. И что у нас получается? При супер больших объемах можно заработать до $30 000 только на токен сплэше. Но, вероятнее всего, вы потратите на комиссиях примерно ту же самую сумму, либо меньше. Для тех, кто не знает, я уже довольно давно оказываю услуги по видеосъемке в Буэнос-Айресе. Все официально, плачу налоги, видите, студия есть. Поэтому, если вам нужно что-то снять, интервью, обучающие какие-то видео, ролики для YouTube, обращайтесь, все сделаем. Трансляции прямые тоже. Вышел со съемок, уже как будто темнеет, что ли. Вообще, кстати, работа оператора, она такая, что на сами съемки уходит не так уж много времени. Больше всего уходит на монтажи и на переговоры. Вот на переговоры уходит больше всего времени. Пока все согласуешь, пока договоришься. А съемки быстро, технично, но вот потом возиться с этим совсем. Долгая подготовка и долгий постпродакшн. Такая вот работа. Приехал в центр. Сегодня здесь надо деньги поменять. Но что-то очень пасмурно. О, кстати, здание достроили. 3 года назад оно еще было в строительстве. Интересно, еще 3 года назад мы несколько месяцев жили вот здесь рядом с Корриентес, недалеко от обелиска. Насколько вообще отличается восприятие города. Потому что сейчас в Нуньес, ну там почти деревня, все такое маленькое. А здесь дома высокие, город. Жизнь бурлит. А вот и пятница. Габи сегодня проснулся в 6:20 и спать вообще больше не собиралась. Я уже был, честно говоря, утомлен. Но хорошо, что у Нади было время. Она мне дала утром поспать спокойно. Я сейчас, поэтому хоть я как человек ощущаю более-менее. В общем, родители-одиночки, конечно, вам всяческий респект, потому что это пипец тяжело. Это мы с няней. Няня дает возможность как бы передохнуть и поработать. Вот, а тут, значит, дождь сегодня. Вообще в ближайшие дни, по-моему, дождь будет. И я еду в центр встретиться сейчас с одним человеком. Сейчас доеду, расскажу. Рассказывал. Я учился в школе в городе Ногинске. Это такой город недалеко от Москвы, ну, скажем, как Ла-Плата и Буэнос-Айрес. Что-то похожее, но без масонства. И брат мой там учился в школе, я там учился в школе, сестра моя там же, в одну школу заканчивали. И прикол в том, что недавно мне пишет мой приятель, одноклассник моей сестры, и пишет, что в Буэнос-Айрес летит его знакомый, надо что-нибудь передать. Ну, в принципе, особо ничего не нужно, но я попросил пару вещичек в солнечную Аргентину из Ногинска. Солнечную Аргентину из Ногинска. И сегодня, правда, совершенно не солнечно. Вот. И прикол в том, что привез это сюда. Я сегодня встретился с Олегом, и выяснилось, что он
тоже учился в одном классе с своей сестрой. По-моему, они в итоге не пересеклись по годам. Он раньше ушел, она позже туда перешла. Что-то такое. Вот, но тем не менее, все равно прикольно. И что же мне привезли? Привезли мне пастилу шармы с ароматом ванили. И это еще смешнее. И печенье юбилейное. Для наших аргентинских зрителей поясняю, но это все равно, что вы переедете жить в Россию, да, а там, допустим, вот нет альфа-хорес вообще. Там есть что-то, может быть, похожее, но не то. Вот вы привыкли к какому-то вкусу с детства. И вот, значит, одноклассник вашей сестры внезапно едет в Москву и может привезти вам пачечку ваших любимых альфа-хорес. Вот это что-то подобное, поэтому в ближайшее время у меня будет с чем попить чай. Вкусненькие подарки из Ногинска. Коля, спасибо тебе. Это прикольно. Печенье юбилейное. Ням-ням-ням. Вкусно? Не сечет фишку. Это же вкуснятина, Габик, вкусняшка. Вкусно? Поездка с Габи на автобусе – это тот еще прикол. Ну что, несмотря на непогоду, мы доехали до дня рождения. На открытом воздухе сегодня особо не потусуешься, благо крыша есть. И угли все равно готовы. Процесс идет. В общем, осень вступает в свои права. Вот эти гром сверкает. Молнии. Да, извините. Тут смотрите, оказывается, еще на крыше есть бассейн. И смотрите, какие тут виды на город. Шикарные вообще виды. Да, с погодкой сегодня мало не повезло. Просто льет весь день. Блин, ну тут, конечно, закаты должны быть у них шикарные у ребят. Да? Да? Вот, Габик, видишь, тут что? Какая крыша. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Джульетта! С днем рождения тебя! А дуть будешь? Долгое пожелание. Всю ночь лил дождь, прям молнии сверкали, гром без остановки. Я собрался на пробежку. Снова полил дождь, дело к вечеру.
Я сейчас решил дойти до кафе «Арболь». Завтра в Буэнос-Айресе выборы. И алкоголь сегодня, в субботу, продается только до 8 вечера. А потом не будет. Такие дела. Поэтому все бары, конечно, сегодня обламываются. Выручки не будет особо. Ну, я иду выпить кофейку и посмотреть, что там как. Привет, привет. Ничего себе у тебя. Красота какая. Это Митя. Один из совладельцев бюро «Арболь». Это Миша. Это Миша. Еще именинник. Вот как я вовремя зашел. Место? О! Бабки выросли в 10 раз, еще и не гарантирую. Ну что, ребят, вот так выглядит наша обычная неделя в Аргентине спустя 3 лет, спустя 3 года. Смотрите, это вот Габс в зимнем наряде. Но будет бонус еще, потому что сегодня я впервые иду на выборы. Так как иностранцы с постоянным местом жительства, с постоянной резиденцией имеют право голосовать на местных выборах. Вот мы и движемся в школу проголосовать. Проголосовал. Интересно здесь устроено, потому что голосование, оно типа комбинированное. То есть ты голосуешь, тебе дают такую бумажку специальную, ты ее запихиваешь в терминал, в терминале голосуешь, это вроде как будто как электронное голосование, да? Но при этом твой голос печатается на этой бумажке, ты эту бумажку складываешь и кладешь в урну. Ну что, 3 года жизни в Аргентине. Спасибо всем, кто нас смотрит, тем, кто давно уже с нами, тем, кто недавно присоединился. Буду продолжать рассказывать про нашу жизнь веселую и делиться чем-нибудь интересным и любопытным. Вот. Так что спасибо и увидимся в следующих выпусках.